Добрый день, друзья! Сегодня видео о неудачах и об успехах. Давайте все по порядку. Приблизительно 2 месяца назад начали эксперимент с 3 орхидеями Arxray. Но в процессе пришел Сёма. И Сёма сразу ушел. Сёмочка, Сёмочка. иди ко мне. Не мешайте. Но в процессе разобрались, что одна орхидея совсем не Arxray. Написали в комментариях, что может быть вот эта темная орхидея, и фотография ее цветения будет обязательно, может быть похожа на Arxray. Но в конечном итоге я думаю, что нет. Это черная великолепная орхидея совсем никакого отношения к тем 2 не имеет. Потому что и корни растит, причем великолепно, и лист. Смотрите, какая красота в горшке. Так что ее мы удаляем из эксперимента. Она растет, радует меня новыми корнями и листьями. Это не Arxray, это не лучи ковчега. Так в переводе звучит это название. А 2 остальные орхидеи, знаете, очень хотелось попробовать, стал ли сорт стабильным. И мне кажется, что все-таки нет. 3 года назад была приобретена орхидея Arxray, корней там практически не было, был один живой корень. Я ее разбирала, обрабатывала Максимом. На удивление, очень быстро начали расти корни. И о реанимации именно этой орхидеи собраны в плейлист. Как росли корешки, как это все происходило, все там есть, можно посмотреть. Но эта орхидея, я не могу сказать, что она идеально растет. Да, корни она наращивает все время, но расти у нее все равно не получается. То лист начинает краснеть, чернеть, покрываться какими-то пятнами. Вот здесь видно, что один из листьев высох, отвалился. Вот сейчас происходит с другим листом. Покраснение, пожелтение, опять какие-то пятна. Причем она обрабатывается фунгицидами. Ну, тогда, когда это нужно. Когда какая-то пятнистость появляется на листьях. Помогает. Потом опять растит новые чистые листья. Потом опять что-то случается. В общем, все время какая-то нестабильность. Но растет. Не трогаю ее. Когда она дорастет, когда она зацветет, сказать очень-очень сложно. Поэтому я приобрела 2 других Arxray. Но один Arxray точная копия вот этой орхидеи, а второй немножко другой. Сейчас их покажу оба. И вот здесь-то есть и успехи, и неудачи. Вот эта орхидея точно такого же цвета, как и старая. Фотография появится на экране. Но эксперимент-то был задуман с обработкой корней. И вот эту орхидею мы обрабатывали фунгицидом Максим, а эту орхидею обрабатывали фунгицидом Привикур. Но я не думаю, что здесь повлияли обработки. Потому что покажу еще одну орхидею, которую я тоже обрабатывала Максимом, и какие у нее успехи. Я думаю, что многое зависит все-таки от сорта. Посмотрите, даже очень похожи вот эти покраснения и пожелтения листьев. Я еще ни разу не видела, когда делаю обзоры в Леруа, чтобы попался Arxray с идеальными корнями. Да, более или менее хуже или лучше. Чаще хуже, чем лучше. Всего один Arxray
видела с более или менее здоровыми корнями. Но не факт, что, принеся его домой, он не сбросит эти корни. Но я-то купила оба Арксрея без корней. Здесь, у этой орхидеи, вот этот корень был живой. Вы знаете, он так и остается живым, плотным, но роста корней не происходит. А вот пожелтение листьев, отпадание листьев. Вот с этой стороны еще кажется, что шея зеленая, а с этой стороны какая-то трещина, и шея тоже желтеет. В общем, с этой орхидеей пока ничего не получается. За 3 года рассказов об этой старой орхидее вы мне так много написали именно про вот эту красавицу. Многие приобрели, потому что она действительно интересного цвета. И у 90% эти орхидеи погибли. Вот поэтому мне и хотелось посмотреть, изменилось ли что-нибудь или нет. Я все время собираю всю информацию и от вас, и сама наблюдаю. И мне бы хотелось, чтобы вы еще раз написали, владельцы этих орхидей, получается, не получается, у кого выжил, у кого цветет, у кого погиб. Это же будет очень информативно, собрать всю информацию и подумать, стал ли этот сорт более стабилен, стоит ли его приобретать. Ну, приобретать, может быть, и стоит, чтобы, опять же, понять, растет он или нет, но вот пока не получается. Вот именно с этим классическим Арксреем. Так что буду благодарна, если напишите. А вторая орхидея меня очень порадовала. Да, эти 2 орхидеи похожи. Сейчас появится здесь цветение этой орхидеи. Похож на Арксрей, но не крапинки на цветах, не пятна, а полоски. Мне даже кто-то написал, что, может быть, это шоколадный Арксрей. Да, очень на это похоже. И посмотрите, совершенно по-другому ведет себя орхидея. Во-первых, начал расти лист. Первое, что произошло, это начал расти лист. Тоже отсушивает, тоже листья без тургора. Но вот этот листочек, молодой, который растет, он плотный, упругий, молодой, здоровый и красивый. И появились корни. Даже вот здесь, под этим старым сухим листиком, тоже старается пробиться новый корешок. Да, отсушит она и этот нижний лист. Но рост наметился. И думаю, что вот именно эта орхидея выживет. А корней, даже одного здорового плотного корня у нее как не было, так и нет. Вот они, эти сухари, пустые, совершенно пустые корни. С этой стороны сейчас покажу. Вот так нажму на корешок, и будет понятно, что корень Филамен паренхима все высохло. В горшке тоже нет никаких корней, они все гнилые. Но орхидея начала себя выращивать заново. И вот это очень радует. Прямо слышу, как вы мне говорите, да, Максим убивает орхидеи, поэтому не нужно было вот эти корни обрабатывать Максимом, тогда бы было все в порядке. Нет, это совершенно не так. Помните вот эту орхидею? Это орхидея Мальвина. Цветение появится на экране. И ссылку на видео, в котором я показывала после покупки эту орхидею, я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. И мы сразу ее обрабатывали неразбавленным Максимом. А причина была, вот здесь было огромное черное дупло. Прямо видно было, что очень
глубокое отверстие и черное. И вот именно в это отверстие я наносила неразбавленный Максим. И посмотрите, именно из этого дупла начал расти прекрасный молодой корень. Может быть, на эти две орхидеи повлиял и не Максим, и не Привикур. Может быть, у них генетически так заложено. Мне кажется, что сорт за 3 года так и остался нестабильным. Обидно, конечно, уж очень красивая орхидея. А что это за желтый налет на этой орхидее, я вам обязательно расскажу. Пока я провожу эксперимент. И когда я пойму стабильность результатов или нестабильность, я вам обязательно расскажу, что это такое. Семочка. Сёма, Это невкусно, честное слово. Сёма, не мешай. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Всё, молодец. Выдержал всю съемку. Молодец. А Юлька все проспал. Да.